Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и немножечко меняются планы. Если раньше я снимал по одному квесту, то теперь работаем по другой схеме. Теперь будет целая глава. То есть, получается, сейчас вы увидите перед собой том 1, глава 2, «Прощайте, древний лорд». Все абсолютно квесты, которые тут имеются, будут пройдены в одном видео, и у некоторых, если будут какие-либо проблемы, они смогут в одном виде найти всю необходимую им информацию. Более сложные видосы касательно обзоры, гайды и стримы, и разборы персонажей будут потом, попозже, когда я уже набью руку. Ну что ж, с вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент. Поехали! Ну, чтобы пройти нам дальше по квестовой линии повествования, нам нужно закончить вот этот вот квестик «Прах к праху». Нам нужно попросту отчитаться у одного парня, у которого мы брали все это, который находится у банка, точнее у отделения банка в Лиуэ. Давайте-ка туда отправимся. Ну, собственно, вот, тут не проблема дойти, в предыдущем видео доходил, тут ничего суперсложного нету. Вы вернулись, как все прошло в заоблачном пределе? Понятно, это типа мы ему рассказали. Владыка Лун, Творец Гор, Хранитель Облаков, Охотник на демонов. Некоторые из этих имен были известны Фатуе. В свою очередь, я тоже хочу поделиться с тобой информацией. Что касается смерти Архонта, реакция Цисин озадачила меня. Цисин объявил лишь, что поскольку убийца еще не найден, они не позволят никому проститься с Экзувией. Они пытаются контролировать всю информацию, но даже Цисин не удается скрыть произошедшее, ведь на церемонии сошествия присутствовало столько людей. Экзувия? В Лиуэ все знают, что Властелин Камня также был одним из адептов. Геоархонт известен не только как бог контрактов, но и как верховный адепт. Давным-давно просветленные и всемогущие адепты заключили контракт, согласно которому они обязаны защищать Лиуэ. Вот оно что, поэтому они так беспокоятся о благополучии Лиуэ. Конечно, они в этом заинтересованы. Если правящая группировка Цисин не будет соблюдать условия контракта, у адептов будет право вмешаться. Душа Геоархонта вознеслась на небеса, зачем же Цисин скрывает его тело? Это ставит меня в затруднительное положение. Да, мы сами пришли в Лиуэ на поиски Геоархонта. Если Цисин никого не подпускают к Экзувии, то не сможет встретиться с 7 архонтами. Ты хочешь встретиться с 7 архонтами? Зачем? Я не могу об этом говорить. Хороший ответ. Хороший рыцарь не должен доверять Фатуе, верно? Но на этот раз я хочу тебе помочь. Правда? Ты серьезно? Дай мне немного времени. Мне нужно кое-кого отыскать. Того, кто поможет вам найти выход из сложного положения. Замечательно. Чем больше Цисин хотят замять эту ситуацию, тем сильнее все погружается в хаос. Если хочешь узнать, чем все это закончится, постарайся остаться в живых до нашей следующей встречи. Том 1, глава 1 завершена. Загадочная земля 1000 камней. И еще получили достижения. Отлично. Теперь можно продолжать дальше. Далее у нас идет квест уже, как вы поняли, ритуальное бюро Ваншин. Дождитесь наступления нового дня. Вернувшись от адептов, вы узнаете, что Цисин спрятали тело Геоархонта. Чайлд обещал вам найти кого-то, кто поможет с расследованием, поэтому вы вновь отправляетесь в банк Северного Королевства. Нужно дождаться следующего дня. Что это означает? Либо ждем, играем, развлекаемся, там всякие миски делаем, либо просто-напросто берем, заходим сюда и перематываем время. По идее, должно сработать. О, башенку-то видно. Блин, с одной стороны, все вроде такое маленькое, все рядом, но расстояния, блин, большие. Прикольно сделано. Все отлично. Квестик. Отлично. Поговорите с сотрудниками банка. Возвращаемся в Лиуэ. К самому банку. Ну, собственно, это место вы помните. Мы здесь были уже, получается, 2 раза. Это 3-й. Ой. Высоко. Да что ж такое-то, господи. Понаделают, понастроят. Заходим. Екатерина. Приветствую тебя, дорогой друг Чайлда. Я искренне рассчитываю на плодотворное сотрудничество между вами и Фатуей, но я не друг. Мы простые люди, и мы не похожи на ледяную императрицу. Наши идеи словно бегущий ручей под коркой льда. Они не такие непоколебимые, как убеждения императрицы.
Но позвольте вернуться к основному вопросу. Чайлд передал нам, что условия нашей сделки были выполнены. Какие условия? Имеется в виду, что он все-таки поможет нам найти того человека. Именно, Чайлд передал, что он найдет человека, который сможет сдвинуть дело с мертвой точки, а предвестники не привыкли бросать слова на ветер. Понятно, а где он сейчас? Чайлд сейчас в глазурном павильоне. Глазурный павильон? О, это же глазурный павильон, я слышала о нем. В Лиуэ уже много сотен лет борются за влияние. Две кухни. Кухня Ли и кухня Юэ. Но победитель так и не появился. Самым ярким представителем кухни Ли является глазурный павильон. Его хозяин открыл ресторан прямо на торговой площади Фэйюнь, чтобы сразиться лицом к лицу с поварами из Шарта Синьюэ, представителями кухни Юэ. Эй, ну там правда очень вкусно готовят. Давай пойдем скорее. Ну да, реально, когда разговор идет о жратве, Паймон накрывает по полной программе. Новая глава. Так, ну пойди-ка найдем Чайлда. А он у нас прям здесь. Или же придется искать? Нет, здесь. Что-то он сразу не прогрузился. А вот и ты. Вы. Я выполнил свою часть сделки и нашел человека, который поможет вам разыскать тело Геоархонта. А где этот человек? Здесь, в глазурном павильоне? Да, он здесь, следуй за мной. Согласно обычаям Лиуэ, я решил познакомить вас с деловым ужином. Ну да, жратва сближает. О, господин Чайлд, рад снова вас видеть. Комната готова, господин Жун Ли ожидает вас. Ну, Паймон сейчас будет просто на седьмом небе от счастья, от радости и обжираться по полной программе. Ой, это ж дед. Когда моргает экран, я делаю скрины. Позвольте мне представить вам господина Джун Ли, консультанта ритуального бюро Ваншен и верного союзника Фатуи. Ваншен? Да, вам следует понимать, что работа в ритуальном бюро бывает весьма деликатной, скажем так. Они понимают, когда нужна осторожность. А мы, Фатуи, высоко ценим дружбу с теми, кто связан с темной стороной. С темной стороной? Приятно познакомиться, господа. Я наслышан о ваших подвигах в Манштате. Осторожность, темная сторона ритуала. Так значит, вы занимаетесь покойниками? Да, вы правы. Ритуальное бюро Вэншин готовит усопших к последнему пути. Неужели вы подумали, что господин Джун Ли какой-то воришка или наемный убийца? Среди друзей Фатуи, правда, есть воры и убийцы, но такими делами бюро Ваншин не занимается, по крайней мере, не у всех на виду. О ритуальных услугах можно говорить бесконечно, но я собрал вас всех здесь немного по другой причине. Потому что я могу показать вам тело властелина камня. Не удивляйтесь, это правда, что тело Архонта было спрятано по приказу воли небес Нингуан. Но давайте просто послушаем, что господин Джун Ли хочет сказать по этому поводу. Властелин камня принадлежит группе просветленных адептов, и сам он тоже адепт. К сожалению, на протяжении тысячелетий адепты покидали Лиуэ. Они уходят, потому что времена меняются. Скорее всего, вы это тоже почувствовали, пока были в заоблачном пределе. А адепты и вправду живут далеко от города. Как вы сами можете наблюдать, время адептов подходит к концу, а эпоха человечества близится к своему расцвету. Согласно древним обычаям Лиуэ, после смерти каждого адепта должна проводиться особая церемония захоронения, но в этот раз Цисин проявила глубокое неуважение к традициям. Какой позор. Тем более, это была смерть непростого адепта. Да, ведь убийцу так до сих пор и не поймали. Расследование убийств божественных личностей никак не касаются ритуального бюро Ваншин. Нас больше волнует то, что без тела мы не сможем провести достойную церемонию Вознесения, ведь она важна не менее, чем церемония сошествия. Чайлд многое рассказал тебе, путешественник. Я знаю, что ты помог Аниму Архонту. Согласишься ли ты помочь мне организовать прощальную церемонию для нашего Геоархонта? Ну почему бы и нет? Мудрое решение. Ниангуан, воля небес Цисина, ограничила доступ к телу Геоархонта. Вам в любом случае придется иметь с ней дело, если вы хотите найти всех 7 архонтов. Именно так вы сможете увидеть Геоархонта, только если вам удастся провести церемонию Вознесения. Получается, у нас нет другого выбора.
Следуйте за мной, если вы согласны помочь, я объясню все по пути. Следуем. Что нам остается-то? Дальше справитесь без меня. Ну как, неплохо все вышло. Я останусь здесь, выпью еще парочку рюмок и попрактикую свой навык владения палочками. Что бы это ни значило. Говорите с Джун Ли у входа. Так, а тут можно что-нибудь стырить? Вроде ничего не подсвечено, жратвы нет. Ты уже познакомился с землями, которыми не правит Архон-путешественник? Скажи, как тебе нравится Лию? Где архонты и адепты живут вместе со своим народом? Ну, давайте подлижем, что ли. Очевидно, что Лиуэ лучше. Да, бремя 3700 лет истории глубоко укоренилось в божественном понимании Лиуэ. Я уверен, помощь в организации церемонии Вознесения просветит тебя во многих аспектах этого мира. Лиуэ является самой процветающей нацией среди 7 королевств. Нами управляет группировка Цисин, а защищает нас сам Геоархонт. Отчасти это причина, по которой у Фатуи не получилось провернуть здесь свои хитрости. Глава Цисин Нингуан всегда не доверяла Фатуи, наверное, поэтому Чайлд хочет, чтобы воспользоваться связями ритуального бюро Ваншин. Как? Какая у Чайлда польза с того, что мы поможем вам с церемонией? Я не знаю и не хочу знать. Для меня Фатуи всего лишь финансовые спонсоры. Я добиваюсь только того, чтобы придерживались древние обычаи нашего народа. Что он там показал? Вот первый аванс, который он нам предоставил. Если этого не хватит, вы можете лично обратиться к нему за необходимой суммой. Ничего себе. Пора браться за дело. Первым шагом в подготовке церемонии будет поиск полуночного нефрита в качестве достойного божества. А у меня эта штука есть, кстати. И там есть видос, где ее искать у меня. Так, ну что, кошелек с деньгами. Хорошо. 500 опыта приключений. Неплохо, неплохо, неплохо. Ну, как я и говорил, это будет одно большое видео касательно всей главы. И мы продолжаем квест. Точнее, главу. Квест следующий. Нам нужно купить полуночный нефрит. Квест называется «Только дурак смотрит на палец». Чайлд познакомил вас с Джун Ли, консультантом ритуального бюро Ваншин. Вы согласились помочь ему в приготовлениях к церемонии Вознесения, чтобы снова увидеть Геоархонта. Добро пожаловать в загадку нефрита, дорогие гости. Заскочили к нам выиграть пару кусочков нефрита. Уверен, сегодня вам обнимется удача. Дешево и весело, к тому же. Кто знает, может быть, вам удастся сорвать куш. Нефрит? Нет, мы ищем какой-то там простой нефрит. Мы ищем этот, как его там? Полуночный нефрит, как минимум фосфорицирующей породы. Ё-моё, какой он умный дедок. Фосфорицирующий полуночный нефрит, так вы, оказывается, необычные туристы. Прошу прощения, взгляните на мои товары. Ты торгаша. Только взгляните на это качество, мы давно в нефритовом бизнесе. Поэтому я знаю, что говорю, властелин камня редко дарует нам столь чистый нефрит. Смотрите, эти 3 кусочка нефрита действительно не похожи на тот, что мы обычно находим. Но как нам выбрать подходящий? Просто взять наугад? Давайте-ка узнаем мнение у Джун Ли. Предлагаете мне сделать выбор? Почему бы и нет? На самом деле мой выбор очень прост. И что вы возьмете, господин Джун Ли? Я возьму все. Отличный выбор. Как только вы вошли, я сразу понял, что вы умеете жить на широкую ногу, господин. Простите, нет, что сказал господин, не в счет. Нам нужно сперва с ним кое-что обсудить. Господин Джун Ли, зачем покупать все 3 камня, если для церемонии нужно всего лишь 1? Если мы возьмем все 3, то и потратим в 3 раза больше. Мы не можем выкидывать деньги на ветер. Деньги? Точно. Вы правы, я не подумал о деньгах. Что? Вы не смотрите на цены и не считаете деньги, когда ходите по магазинам? Если перед каждой покупкой придется думать о деньгах, то не значит ли это то, что мы находимся во власти Моры? О как. Хорошо сказал. Да, Мора — это валюта, но это не единственная валюта. Он имеет в виду экономику. Значит, так выглядит мир богатых людей? Он знает, как тратить большие деньги, но абсолютно не умеет обращаться с повседневными расходами.
Не волнуйтесь, даже когда не хватает мора, я нахожу способ заполучить желаемое. Качество полуночного нефрита оценить очень непросто. Отличить хороший нефрит от плохого почти невозможно, пока он находится в куске руды. Истинная ценность полуночного нефрита раскрывается только тогда, когда он свободен от сковывающей его породы. Если попытаться вернуть плохой нефрит продавцу, он будет защищаться любыми возможными способами. У вас инструменты плохие, или температуру плавления выдержали неправильную. Неужели обмануть покупателей так легко? Тем не менее, есть еще один способ оценки полуночного нефрита. Об этом знают только специалисты. Только дурак смотрит на палец, указывающий на Луну. Что это значит? Если вы укажете человеку на Луну, умный посмотрит на Луну, а глупый на палец. Узор и внешний вид нефрита — это палец. Луной же является яркость его сияния. Раньше этот дивный минерал использовали для освещения в ночное время. Для качественного полуночного нефрита характерно сильное взаимодействие с пироэлементом. Другими словами, чем сильнее и ярче испускаемый им свет при нагревании, тем качественнее сам нефрит. Господин Чунли так хорошо в этом разбирается. Я раскрыл вам главный секрет оценки полуночного нефрита, осталось только применить его на практике. Главный секрет? Пайман боится, что этот секрет нам больше никогда не понадобится. То есть сейчас мы, получается, берем пира и героя и им фигачим. Хозяин, мы вернулись за полуночным нефритом. Вы можете одолжить нам камни, чтобы мы их подожгли? Поджечь? Чем же мне тогда торговать, если вы сожжете? Тогда можете дать нам маленькие образцы? Ну ладно. Что пожелаете, господа? Дайте я просто отрежу по маленькому кусочку от каждого камня, считайте это жестом доброй воли. Не волнуйтесь, мне не нужны правила коммерции. Вы не пожалеете о совершенной сделке, если камни на самом деле окажутся качественными. Вот, возьмите эти образцы для вашего удобства, я пометил номером каждый из них. Они слишком тоненькие. Я бы сказал, тоньше бумаги. Нет, тоньше крыла насекомого. Зачем вы жадничаете? Жадничаю? Да будь образцы толще, от товара бы ничего не осталось. Но они такие тонкие, если мы их подожжем, они просто улетучатся. Увы, ничего мы не можем с этим поделать. Уговорить торговца срезать куски побольше будет так же тяжело, как просить голодающего волка выплюнуть проглоченного зайца. Но ничего страшного, при правильном подходе эти образцы могут нам помочь. И в чем же заключается правильный подход? Для того, чтобы сохранить образцы, нам понадобится гидроэлемент, который будет поддерживать их изнутри, пока мы пытаемся раскалить их до критической температуры пироэлементом. О, господин, я не подозревал, что вы так хорошо разбираетесь в этом деле. Спасибо за ваше понимание. Тем не менее, должен заметить, что, получив бесплатные образцы, мы не дали никакой гарантии продавцу, что возьмем этот товар. Это несправедливо. Коммерция в Лиуе строится на справедливости. Теперь нам остается только найти подходящее место для проведения эксперимента. Кухня Сянлин? Ты имеешь в виду ресторан «Народный выбор»? Да, мы можем пробраться туда, пока Сянлин не будет на месте. Это место не подойдет, там полно людей. Если реакция элементов выйдет из-под контроля, мы не можем позволить себе такой риск. Точно, однажды мы видели такой огромный котел в ущелье Дадуалу, в древнем Хильчурлов. Где? В деревне. Из мясного племени. Он очень крепкий, и мне кажется, он сможет выдержать наши элементальные реакции. Ну что, забираем образцы и в путь? Так, найдите общий котел мясного племени. Ну, допустим. И где он? Где искать-то? Ой-ой-ой-ой. Это получается нам сюда, вот так вот. Ну ладно, сойдет. Сейчас сверху спланируем, да и все. Делов-то. Так, ну мы уже подходим. Это время Чун Ли рассказывал про одуванчиковое вино и своего друга, и то, как он давно не вступал на земли Манштата. Ну да ладно. Интересно, он сейчас будет как пробный персонаж у нас проходить или нет? Нифига себе котел. Так, а сколько здесь противников-то? Вот этот самый котел, похоже, хильчурлы все еще им пользуются. Я знаю, что это неэтично, но нам придется что? Нормально. Что-то подлагивает маленько. Готово. Что, это не все еще?
Вот теперь все. Здесь еще остался суп, а у этих хильчуров неплохой аппетит. Ладно, теперь это наша лаборатория. Может, этот суп подойдет в качестве защитного гидроэлемента? Давай начнуть эксперимент. Ну, по идее, да, вода. Должно хватить. Должно сработать. Пайман запомнит, что есть что. Давай используй пиру, чтобы поддержать температуру в котле, пока мы не добьемся необходимого результата. Господин Джун Ли сказал, что чем ярче свечение, тем качественнее нефрит. Давай смотреть внимательно. Ой. А, вот так вот, что ли? А, есть шкала. Так, один светится сильнее. Победите хиличурлов. Победили. Так, продолжаем накидывать температуру. Сейчас, видимо, еще будут. Не успеваю читать, ребят. -1 у меня. А нет, еще не -1. А вот теперь -1 ее нужно будет воскресить. Потому что иначе не получится. Надо бы заменить главного героя на водяного парня, чтобы было все проще. Чтобы можно было больше реакций проводить. Быстренько сейчас мы ее восстанавливаем. Где моя яичница? Слишком ярко, если не ошибаюсь, это образец под номером 3. Определенно, этот кусочек нефрита ярче двух других. На нем мы остановимся. И что, возвращаемся в загадку нефрита за нефритом? Ну да, получается, возвращаемся. А нам собрать его не надо, типа? Видимо, не надо. Сейчас я восстановлюсь у статуи Архонта и продолжаем. Ну вот, собственно, мы на месте. Давайте-ка разберемся. Образец номер 3. Если он, конечно, все подписал правильно. С возвращением, господа, я приберег для вас товар. Уже определились, какой полуночный нефрит хотите приобрести? Номер 3. Да, этот образец светился ярче других. Хорошо, он ваш. Мы возьмем ящик нефрита 3-го типа, пожалуйста. Сию минуту, господин. Прошу прощения за мое любопытство, но для чего вам столько полуночного нефрита с высочайшего качества, господа? Думаю, не случится ничего плохого, если мы расскажем вам. Полуночный нефрит нужен нам для проведения церемонии Вознесения. Церемония Вознесения? В последнее время люди все чаще об этом говорят, но я никогда не расспрашивал. Ну, значит ли это, что властелин камня на самом деле... Да уж, в это трудно поверить, как бы плохо ни шли наши дела. У загадки нефрита Геоархон всегда оберегал нас. 200 лет назад наш повелитель посетил Лиуя инкогнито и говорят, что он пробовал местную еду нефритовой ложкой, купленной именно в загадке нефрита. Увы, нет ничего вечного в этом мире. Раз уж этот нефрит будет использоваться для того, чтобы проститься с властелином камня, то я продам его за полцены. Правда за полцены? До этого вы не хотели уступать одной моры. Наша торговая столица не существовала бы без благословения властелина камня. Кто я такой, чтобы наживаться на его смерти? Не волнуйтесь, мистер продавец, мы обязательно передадим Геоархонту ваши соболезнования. Я уверен, что Лиуя будет и дальше процветать благодаря таким сильным лидерам, как группировка Цесин, и простым торговцам, как вы. Рано вешать нос. Да, вы правы, если я буду плакать, то проплачу всю свою удачу. Ну что ж, дело сделано, забирайте нефрит и следуйте за мной.
Простите, мистер продавец, ведь сказал за полцены, а не за бесплатно. Ох, прошу прощения, я снова забыл о деньгах. Сейчас посмотрим. Да, как я думаю, я снова забыл взять их с собой. Как забыли? Прошу прощения за свою рассеянность, мне очень жаль. У вас действительно странное отношение к деньгам. Что же нам делать? Сумма не маленькая. Постойте, Чайлд же оставил нам аванс. Да, он у меня... Ух, как нам повезло. Посмотрите, мистер продавец, этого хватит? Да, как раз полцены, но я бы не сказал... Нет, даже если бы вы дали мне меньше. Так, с оплатой разобрались. Теперь нужно доставить полуночный нефрит на террасу Юйцзин. Именно там мы планируем провести церемонию. Вам легко говорить, ведь вы не потратили ни единой моры. Просто постарайтесь не забыть деньги в следующий раз. Я постараюсь. Спасибо и простите еще раз. Так, положить полуночный нефрит. Куда? Что, к банку опять, что ли? А, нет, туда наверх. Сейчас вернемся. Вот, собственно, мы на месте. Кат-сцена. Просто оставьте полуночный нефрит здесь. Я уже послал помощника за ювелиром, который поможет вырезать из камней необходимую нам утварь. Ах да, я же не успел сходить к Чайлду за деньгами, поэтому с оплатой услуг ювелира могут возникнуть проблемы. Заплатим ювелиру, когда он вернется. По-другому никак, а церемония Вознесения будет проводиться здесь, да? Да, я арендовал это место, и мы уже приступили к приготовлениям. Это то же место, где проводилась церемония сошествия. Да, мы пришли к молчаливому согласию с группировкой Цесин на использование этого места. Но ведь здесь произошло такое страшное преступление. Кстати, мы до сих пор подозреваемые, и нам нельзя попадаться на глаза миллилитам. После того, как мы вернулись из заоблачного предела, эти настырные миллилиты перестали нас преследовать. Интересно, с чем это связано? А еще тело Властелина Камня. Мы называем его Экзувия. Да, точно, мне кажется, вы знаете все на свете, господин Джун Ли. Так, Цесин уже спрятали эту Экзувию. В смысле, мы ведь еще не знаем, кто убийца. Кажется, что у Цесин уже есть подозреваемый. Я уверен, что с поиском улик в этом месте они уже закончили. Все равно мне кажется, что здесь что-то не так. Пусть об этом волнует администрация теперь Юйцзин. Проверьте, а поверьте, не стоит им мешать. Пока готовится церемония Вознесения, Экзувия будет пребывать в Золотой Палате. В Золотой Палате? Это главный монетный двор не только Лиуэ, но и во всем Тайвайте. В этом месте чеканится вся мора в мире. Вау. Нет, Пайм не имел в виду ничего плохого. Наоборот, я думаю, что это место идеально подходит. Просто интересно, откуда господину Джун Ли все это известно? Одобрение проведения церемонии Вознесения группировки Цесин делает его полуофициальным событием, поэтому я могу быть посвященным в некоторые детали дела. Цесин дают место, а Чайлд — деньги. Возможно, у каждого из них есть свои мотивы. Не забывайте, что мы живем в торговой столице мира, а здесь абсолютно все пытаются использовать любую ситуацию для своей выгоды. В городе, которым правит бог контрактов, тяжелым грехом считается нарушить контракты и договоренности. Главное, чтобы соблюдались условия сделки. А теперь нам нужно подготовить ароматическое масло для церемонии. Масло? А где его взять? Тоже купить? Нет, масло для церемонии сошествия готовится по особому рецепту, и для него нужна шелковица высочайшего качества. Лепестки шелковицы имеют волокнистую структуру, эти волокна используют для изготовления парчи. А нежность аромата делает цветок идеальным подношением богам. Господин Джун Ли снова заводит свою шарманку. Не будем вдаваться в подробности. Следуйте за мной, нам нужно найти торговцев на рынке, которые продают шелковицу. Да господи, чё ж так все сложно-то? 3 божественных аромата. Ну, ладненько, ладненько. Такс, нам нужно купить шелковицу, и тут это рядышком, каких-то лишь там 80 метров. И где? Наверное, здесь? Иванович, ты? Приветствую, друг, прошу прощения, у нас закончился товар, приходите в следующий раз. Хорошо. А чем ты торгуешь? Технический агент, пасовой специалист. Так, нет. Нет, дружище, отстань. Не хочу слушать твою долгую историю, отстань. Слушай, ну парень.
А с этими не поговорить никак. Ну тут у нас минералы, кстати. Тут у нас еда. Тут у нас ничего. И вот проблема, которая может случиться у вас. Тут как бы два уровня. Ой, тихо. А мы с ним уже виделись. Болай, привет. Сэр, вы продаете шелковицу? Шелковицу, конечно, продаем. Какой вид вы ищете? Какой вид М самый хороший? А каких видов бывает? Эх, вы, туристы, постоянно задаете такие элементарные вопросы. Мы бы хотели посмотреть цветы 3 видов, сэр. Золотая мадам, горная ткачиха и тоскующая фортуна. Ох, а вы ценитель, господин. А эти двое, я так полагаю, ваши слуги, пожалуйста. Будьте добры и воздержитесь от последующих комментариев. Что, простите? Ах да, путешественник, прости за мой грубый тон. Осматривайтесь, выбирайте, если появятся какие-либо вопросы, задавайте. Свойства шелковицы меняются, если цветы находятся не в своей естественной среде обитания. Тем не менее, перед нами великолепные образцы, и от этих цветов пахнет свежестью, сэр. Взять, к примеру, вот этот цветок. По обилию лепестков и расположению пестиков можно определить, что это золотая мадам. Это вечно зеленый сорт цветка, растет преимущественно в местах со сложными гидрологическими процессами. А этот сорт, напротив, растет только в темных местах с повышенной влажностью, чаще всего с большими скоплениями. Его можно отличить по длинным лепесткам и плотно растущими тычинками, но сильнее всего его выдает густой аромат. И последний сорт является своего рода отшельником. В отличие от своих пышно растущих собратьев, листья и лепестки этого сорта растут очень скудно, а в сезон цветения он испускает очень тонкий и слабый аромат. Впервые его обнаружили древние пересекшие горы в поисках адептов. Капец. К сожалению, в наше время шелковица почти перестала встречаться в дикой природе в связи с географическими изменениями Льюи. Почти все цветы шелковицы культивируются профессиональными садоводами. Ах, господин настоящий знаток, в этом нет сомнений. Даже я узнал что-то новое из вашего рассказа. Ох, я всего лишь слегка знаком с этой темой. С другой стороны, мои друзья-путешественники имеют огромную жажду знаний и не менее огромное желание посетить все уголки нашего мира. И что в этом такого? Вы так добры, господин Джундли. Так какой из этих 3 сортов шелковицы нам нужен? Я возьму все. Опять? А как же вам это объяснить? При покупке билетов на оперу разумно руководствоваться мелодичностью голоса певца. Это же касается и выбора домашней певчей птицы. Но при выборе шелковицы такое правило не работает. Возможно, вы этого не знаете, но согласно традиции, вы должны поставить перед статуей 7 архонтов масла, сделанные из разных сортов шелковицы. Властелин камня сам сделает свой выбор. Ой, ребят, извините, я водички глотну. Как и множество других сложных и запутанных традиций, этот обычай со временем упростился. Однако в последний раз церемония Вознесения для одного из 7 архонтов проводилась 3700 лет назад. Поэтому я хочу, чтобы, как и в древние времена, этот ритуал соблюдался вплоть до мельчайших деталей. Раз уж мы с этим разобрались, у меня к вам остался один вопрос. Вы взяли с собой деньги? Господи, опять. Опять дедок забыл. Что, вы опять забыли взять деньги? Так, господин Джундли, это уже не смешно. Мы уже привыкли. Простите, мне показалось, или вы сказали, что эти цветы нужны вам для подношения Геоархонту? Да, можно и так сказать. Ох, почему же вы сразу не сказали? Я слышал о том, что случилось на церемонии сошествия. Не хочу знать подробности. Я очень любил властелина камня. Я очень боюсь, что эти слухи могут оказаться правдой. Чтобы почтить светлую память властелина, я дам вам их бесплатно. Просто не забудьте передать мои соболезнования. Вы серьезно? Зачем мне врать, если бы не властелин камня, я бы сейчас был никем? Если бы он не похвалил в своих стихах мои товары, за них никто бы не дал ни гроша. Кажется, что весь местный фольклор состоит из того, что божество Лио поддерживает местный бизнес. Благодарю вас, сэр, от лица нас всех, ибо вы буквально спасли наши шкуры. Наши? Это ведь вы забыли взять деньги. Да не за что, очень жаль, что я больше ничем не могу помочь вашему делу. Нам нужны цветы, но как из них теперь сделать масло? Лучше всего делать его под надзором эксперта, однако среди моих знакомых никто не имеет опыта в приготовлении масел. Ну понятно, что это занятие не для богачей. Поэтому мне придется попросить вас узнать, занимается ли этим делом кто-то в городе. Скорее всего, это будет женщина.
Значит, в этот раз нам нужно исследовать город на наличие вкусно пахнущих девушек. Паймон нравится такая работа. Я буду ждать вас у статуи 7 архонтов. Приходите с готовыми маслами. Может, поищем кого-нибудь в гильдии искателей приключений? Нам нужно поговорить с мисс Лань. Кажется, она главная в гильдии Льюэ. Ну, давайте поговорим тогда уж с ней. Что нам остается, раз уж Паймон знает, что говорит. Ну, давайте смотреть, что нам посоветует мисс Лань. Мисс Лань, мы хотим кое о чем вас спросить. Я уже давно не принимаю поручений. Боюсь, вам придется найти другого искателя приключений. Ой, мы не хотим давать вам поручение, все лишь хотим попросить о маленькой услуге. Вы умеете делать ароматические масла? Бальзамы? Неужели я похож на человека, который пользуется бальзамами? Паймон думает, что ты пахнешь потрясно. Давай рассказывай, в чем твой секрет. Наверняка это все ароматические масла. Кажется, я вправду пахну чем-то вкусным. Так, точно, должно быть это от цветов цинсинь, которые я собирал на обратном пути. Совсем забыла про них. Вот мы тебя и вычислили, мисс Лань любит собирать дикие цветы. Нет, я его собирала в медицинских целях. Как бы то ни было, вы зря тратите время. Лучше поговорите о маслах цимин. С цементом, блин. Это та предсказательница точно тоже пахла очень вкусно. Спасибо за помощь, мисс Лайн. До встречи. А это далеко? Нет, недалеко. Чуть не провалился. Чем могу вам помочь? Мы пришли, чтобы задать вам вопросы. Вы умеете делать ароматические масла? Ароматические масла я им редко пользуюсь, а как их делать, я вообще никогда не интересовалась. Но я пользуюсь некоторой ароматизированной косметикой, может быть, дело в ней? Я обычно работаю в доках, поэтому остерегаюсь парфюма как чумы. Если моряки учуют сладкий аромат, они мне проходу не дадут. О, какой ужас. Кстати, мне кажется, вы не слышали о домашнем парфюме In Air. In Air из весенних ароматов? Многие девушки заказывают у нее домашний парфюм, говорят, что ее духи и масла лучшие на рынке. Отлично, это как раз то, что нам нужно. Спасибо за помощь, предсказательница. Кстати, я ее, кажется, проходил, когда шел. Да. Да, это она и была. Здравствуйте, вот вы меня и нашли. Я уже долгое время жду вас. Что, откуда вы знали, что мы придем? До меня дошли слухи о 2 туристах, вынюхивающих девушку, от которой вкусно пахнет. Я очень беспокоюсь, что вы так и не найдете меня. Все-таки я отнеслась к этому как к испытанию моей привлекательности. Вынюхивающих? Мы что, злодеи какие-то? Слухи расходятся быстро, в следующий раз не стоит привлекать к себе столько внимания. Расслабьтесь, я знаю, зачем вы здесь. Вы ищете помощи в приготовлении ароматических масел. Какой запах предпочитаете? У нас есть с собой 3 сорта. Сразу все 3? Ну и ну. Такой юный, а вкус такие взрослые. Все-таки слухи о тебе были правдой. Ты и впрямь пытаешься кого-то соблазнить. Это подношение властелину камня. Можешь не обманывать меня, если бы вы и правда делали подношение Архонту, вам бы не понадобилось бы сразу 3 сорта шелковицы. Ваше оправдание хромает на обе ноги. Чунли был прав. Люди забыли, как нужно правильно проводить ритуал. Да и кто я такая, чтобы осуждать тебя? Ай, Паймон опять перестала вас понимать. В общем, я готова помочь тебе, путешественник. Ты можешь быть моим помощником, но при одном условии. Если на протяжении всего процесса приготовления масел ты будешь думать только обо мне. Оу, чё за дела? Ладно. Так, для начала нужно определиться с местом, где мы будем заниматься приготовлением. Кухня Сянлин. Ты имеешь в виду ресторан «Народный выбор»? Неплохой вариант. В путь. В путь. О, подрезали что-то. Так, а где здесь зайти-то? А, все, вижу. Так, ну давай поговорим. Я договорилась с шеф-поваром Мао, мы можем приступать к работе. Вы готовы заставить меня трепетать? Что? В смысле, заставить меня гордиться своими помощниками, очевидно же. Так, она какая-то странная. Принесите мне немного воды, а я пока здесь все подготовлю. Наберите воды. А может, проще это использовать? Мало ли. У меня как раз есть Барбара.
Не пойдет. А где тут набрать, собственно, воды? Не хочет, сейчас разберемся. Вот это ведерко, оно тут спрятано у нас. Набрать воды. Вот тут еще что-то, еще какая-то книжечка. И отдаем. Этого будет достаточно. Теперь я хочу, чтобы вы добыли экстракт цветка шелковицы с помощью верстака. Производство масел в корне отличается от алхимии. Давайте я тебя научу. Нежно возьми пестик в одну руку и держи ступку в другой. Вот так. Держи пестик крепко, чтобы он не выскользнул. Теперь начинай двигать им вверх. Ой-ой-ой, очень важно соблюдать ритм. Продолжай до тех пор, пока не начнет... Ладно, хорошо, я понял. Какой же ты все-таки умница. А теперь возьми это и попробуй сделать сам на том верстаке. Не забудь, что нужно добыть экстракт из всех 3 сортов. Все 3 экстракта будут выглядеть одинаково, но не волнуйся, я разолью готовое масло в отдельной баночке, чтобы ты не запутался. Ужас. Ой. Да слезь ты, Человек-паук, слезь, господи. Алхимия. Огонь и вода, земля и ветер, сотворите для меня то, что я желаю. Так просто? Так. Да, это вот то, что нам нужно как раз-таки. У нас есть какие-нибудь бонусы у кого-то? Нет, нету. Так, это понятно. Нам нужно вот это. Создать. Готово. Создать. Готово. И еще одна. Мы все сделали. Теперь отнесем ей. Так, экстракт готов, теперь приступаем к следующему этапу, самому важному. Помещаем экстракт в воду, ставим на слабый огонь и ждем, пока вся вода не выпарится. Нужно внимательно следить за огнем, если температура будет слишком высокая, аромат масла пострадает. Поэтому, пожалуйста, следите за огнем, это последний шаг. А теперь осторожно наливай экстракт, не пролей ни капли. Вы помогаете Энер приготовить ароматическое масло под ее чутким руководством. Фух, все 3 масла готовы, и ты, скромняга, был отличным помощником. Ты готов потратить столько сил ради своей возлюбленной? Похвально, в наши дни такое встречается все реже. Я уже говорил, что дело не в этом. Как бы то ни было, хочешь, я расскажу каждом запахе, чтобы ты лучше понимал, какой из них для какого случая лучше подойдет. Паймон тоже хочешь послушать? Первый запах сладкий, как конфеты из детских сказок. Он очень понравится юным девам. Второй запах больше подойдет людям, разбирающимся в парфюме. Лучший выбор для девушек из богатых семей. И, наконец, третий запах мягкий, но очень стойкий, словно туман, запетлевший последние лучи заката. Он понравится зрелым женщинам. Запомнил? Смотри, не перепутай. Хорошо, не стесняйся заходить в гости, если тебе понадобится еще какая-либо помощь, ладно. Я хочу кое-что сказать тебе на прощание. Тому, кто пытается плыть на 3 лодках, одновременно не совладает с равновесием. Господи. Заходи как-нибудь в вселенную аромата, я буду ждать. Странная тетя, очень странная. Не то что с прибамбахом, но... Давай отнесем все эти 3 масла к статуе Архонов. Господин Джун Ли должен быть уже заждался нас. Так, это получается нам... ну тут, в принципе, просто fast travel. У меня уже голос садится. Видос будет, походу, долгий. На часик. Господин Джун Ли, ароматическое масло готово. Вы смотрели на статую и скучали, господин Джун Ли. Простите, что мы так долго? О, вы вернулись, не волнуйтесь, я недолго ждал. По сравнению с тем, сколько властелин камня оберегал Лию, мое ожидание лишь мгновение. Ага, ну конечно, разве человек сможет ждать дольше статуи? И то верно. Значит, говорите, вы принесли с собой ароматические масла? Да, ровно 3, ни один меньше. Спасибо вам, пришло время для подношения. Преподнести. Это запах первого масла. Мисс Эр сказала, что он сладкий, как конфеты, и должен понравиться молодым девушкам. Этот запах второго масла. У него элегантный аромат, который должен понравиться девушкам из богатых семей. Это запах третьего. Его аромат напоминает закатный туман, и он подойдет женщинам постарше. А нафига он Архонту-то? О, что это было?
Думаю, третий аромат подошел. И тот, который для старых женщин, да? Это значит, что Веслин Камня старуха? Кто знает, кто знает. Веслин Камня принимал много обличий, может быть, старая женщина одной из них? Жаль, что мы видели его только в форме огромного дракона. Давайте надеяться, что Цин в конце концов найдут убийцу. Давайте оставим эти дела властям и сосредоточимся на проведении церемонии. Нам во что бы то ни стало нужно увидеть Экзувию. Да, согласен. Так, мы закончили очередной этап подготовки к церемонии. Что дальше? Дальше я хочу, чтобы вы достали для меня колокольчик очищения. Да господи. Колокольчик очищения? Сейчас колокольчик очищения оберегает моя старая знакомая мадам Пин. Вы найдете ее дом около террасы Юньцен. Она знает, что нужно делать. Мы сходим, конечно, но разве вы не поедете с нами? Нет, по некоторым причинам я не могу встретиться с ней, поэтому я вынужден попросить вас оказать мне услугу. Что вы скрываете на этот раз, господин Чжунли? Лень скрывает, наверное. Так, вселенная в чайнике. Ну, возвращаемся в Лиуэ. Такс. И нам, получается, куда-то там наверх. Можно, конечно, по стене забраться и не париться, но давайте-ка за кадром я спокойненько пройдусь. Но это место находится, ну, в общем, здесь. Я думаю, вы его уже запомнили. Ничто не вечно под луной. Здрасте. О, вы пришли посмотреть на цветы, молодые люди? К сожалению, почти все мои глазурные лилии увяли. А почему не увяли? В мое время люди говорили, что глазурные лилии могут понимать сердца людей. Они будут цвести и распускаться под звуки смеха и пения. Но если рядом с ним будут часто обсуждать сплетни и коварство, они очень быстро увянут. Значит, эти цветы могут чувствовать настроение людей в Лиуэ? Да, слухи о смерти Властелина Камня повсюду, и они несут очень неприятную энергетику. Кто-то говорит, что это все коварная схема Фатуи, другие говорят, что это во всем виноват Цисин. Третьи вообще говорят, что страшное существо из морских глубин должно вот-вот проснуться. Вау, нравится. Эта гавань словно куча сухих веток, одна из краев все в огне. Блин, это пасхалка или что? Про существо в глубине. Простите, я знаю, что с возрастом стало много ворчать. Вы что-то хотели, молодые люди? Мы хотели бы одолжить колокольчик очищения. А, это старая безделушка. Я помню, что она у меня есть, но совсем не могу вспомнить, где именно она лежит. Помню, когда я была молодой, мой лучший друг любил носить его на шее. Он заметил, как я смотрю на него и подарил его мне. Потом он сказал, что если кто-то попросит его одолжить, я ни в коем случае не должна отказать в их просьбе. Да, это точно вот этот вот дед вот этот вот. Он, кстати, между прочим, ему там 3 или 4 тысячи лет. Он непростой парень. За столько лет многие приходили одолжить колокольчик, но с каких-то пор люди перестали спрашивать о нем. Я уже старая, еле шевелюсь, вам придется подождать, пока я найду этот колокольчик. Мы можем поискать его сами. Да, бабуль. Покажите, где вы живете, и мы сами найдем этот колокольчик. Ага, и вынесем все нахрен из хаты. Блин, ну, капец. А еще мы можем помочь вам прибраться. Хорошо, детишки, не волнуйтесь, я не могла спрятать этот колокольчик очень далеко. А вот тут рядом живете, бабуль, рядом с террасой Юйцзэн, наверное, это очень дорогой район. Блин, Паймон как будто реально хочет обчистить. А разве такая старушка, как я, может позволить себе купить дом в этом городе? Видите, этот чайник, вся моя домашняя утварь помещается в него. Вся утварь здесь? Вы имеете в виду, что тут лежат ваши ключи от дома? Послушайте меня, детки, колокольчик находится в этом чайнике. Если вы хотите его забрать, то загляните внутрь. Чё за дела? Странная какая-то бабуля. Что значит весь мой дом в этом чайничке? Она просто играет с нами, вот и все. И что это было? Ух ты ее! Она что, в чайнике живет, как Аладдин? Все, бабка Аладдин, понятно. Ой, то есть, как его? Джин. Ну, прогружайся. В общем, нас закинуло к ней в чайник. И это, похоже, некий данж. Там какая-то паучиха тусуется. Ну, давайте смотреть, что у нас тут. Ух ты ж. Где это мы? Что случилось? Я без понятия. Здесь я храню все свои вещи, ребятушки. Найдите этот колокольчик. А почему лагает, собственно? Что это же бабушкин голос? Так значит, ее ночник, чайник.
Что происходит, не знаю, но тут мобы. Кажется, все в паутинах. Давно я там не прибиралась. Ребятишки, не против помочь бабушке с уборкой? А чё лагает-то, я не пойму. Да ты ж зараза какая. Так, открылась. Ну, понятно. Ты заметил паутины? Не успел прочитать, ребят. Ё-моё, осторожней тут. Осторожней тут. Тут не все так просто. Тут можно упасть. Блин, я главного героя убрал, а теперь мучиться буду. Ну, хоть реген есть. Все, отлично. Следующее. Ага, надо взлететь, я понял. Угу. Знаешь, что я подумала? Смотри, у бабушки есть этот особый чайник и колокольчик очищения. Типа она адепт? Как ты думаешь, она тоже? А, ну вот, да. Так, эти штуки могут упасть. Вроде бы как. Видимо, не все живут заоблачно, да. Пора возвышать персонажа, мне кажется. Блин. Все, с этим разобрались. Блин, он так под водой, а я его еще это... Господи, еще одни. Да что же вас тут так много-то, ребята? Нет, это, конечно, легко, но это просто долго.
А чё он не замораживается? Да ладно. Блин, с Барбарой удобно. Наверное, я Барбару в основу оставлю. Как думаешь, сколько этажей у этого чайника? Я думаю, много, Пайман. Я думаю, если бы у нас был такой чайник... Но не надо было постоянно устраивать лагерь под что-то там. А вот и... Блин, ребят, вам это ничего не напоминает, а? Мне напоминает. Колокольчик очищения у нас. О, вы уже нашли его? За ребятишками, правда, не угонишься. Сейчас, секунду. Как это работает? Это выход? Получилось, ребятишки, выходите. Выходим? Блин, ну бабушка там, конечно, себе устроила такие нормальные восседалища. Но она по-любому адепт, либо что-то с этим связанное, потому что, ну, как бы это из серии очевидностей. Что с прогрузками текстур? Шустрая молодежь, вы его очень быстро нашли. Вы одна из адептов? Да я уже очень давно не слышала, чтобы ко мне так обращались. Я уверена, что вы уже и сами догадались, адепт я или нет, детишки. Вообще, Пайман поняла то, что ничего не поняла. Все же, бабуля, вы отдадите нам колокольчик за просто так? В смысле, вам не кажется странным, что мы пришли одолжить колокольчик сразу же после смерти Властелина Камня? Дурачки, за все время существования Гамма-Лиуи пережила бесчисленное количество бед и невзгод, и множество адептов покинули этот мир. И всегда первым делом мы проводили церемонию Вознесения. Это важнейшая часть прощания с адептом. А вот бегать по городу и ловить убийцу до проведения церемонии Вознесения — это какой-то шиворот на выворот. Теперь, когда вы пришли одолжить колокольчик, я поняла, что некоторый мой хороший знакомый решил вернуть традиции на круги своя. Так почему я не должна отдать вам колокольчик? А что, если он его не вернет? Не вернет? Ага, тогда, боюсь, древней старушке придется их навестить. Все равно мы с ним давно не виделись, как хотелось бы посетить и поговорить за кружечкой чая. Как бы то ни было, я думаю, у вас куча дел, раз вы занимаетесь проведением церемонии. Ах да, пожалуйста, передайте тому, кто вас отправил ко мне, что... Если найдете свободный вечерок, пусть заходит ко мне на чай, хоть богатство моей секунды, но угостить чаем хорошего человека я точно смогу себе позволить. Обязательно передадим бабуле, не болейте. Да уж. Положите ароматическое масло и колокольчик очищения на место. Это получается туда? Блин, прикольно. Скажите заодно, как мне снимать такие главы по одному квесту, либо сразу, ну вы поняли. Ну-кась. Да, это и есть колокольчик очищения. Видно, что его бережно хранили. Не забудь захватить масло, которое мы приготовили ранее. А вы знакомы с мадам Пин? Конечно, иначе откуда мне было знать, что колокольчик именно у нее? Как подозрительно, но если вы не хотите сами это признавать, мы не будем на вас давить. Кстати, бабуля попросила нас передать вам кое-что. Если найдется свободный вечерок, пусть заходит ко мне на чай, хоть богатство моей секунды, но угостить чаем хорошего человека я точно смогу себе позволить. Ага, тебе подходит такая интонация, Пайман, но чайник у нее действительно славный. Когда подвернется удобный случай, я куплю немного первосортных чайных листьев и зайду к ней в гости. Так, понятно, что с церемонией? Что еще нужно подготовить? Далее мы должны купить несколько воздушных змеев. Воздушные змеи, вы научите нас запускать воздушных змеев? Это у нас будет такой отдых? Нет, да, воздушные змеи — это забава для детей, но в Лиуи они имеют особое значение. Я объясню вам все после того, как мы сделаем заказ. Да, конечно, все любопытнее и любопытнее. Блин, скорее бы уже в Иода Азиму пролезть. Поход по магазинам. Ну, допустим. Продолжаем. Нам нужно купить воздушных змеев. Ах, господин, вы как раз вовремя. 7 воздушных змеев готовы, как вы и заказывали. Хотите забрать их сейчас? Да, благодарствуй. Блин, дед, если ты опять деньги не взял. В наши дни почти никто не заказывает воздушных змеев такой формы. В былые времена к нам заходили люди самых разных профессий, чтобы купить... Да, наш господин Джун Ли из ритуального бюро Ваншин знает все на свете. Путешествуя с ним, мы узнали столько всего интересного о моде, экономике, драгоценностях и нефрите.
Кажется, он отлично разбирается в любых темах для разговора, влияя деньги и правительстве, но вместо этого он любит разговаривать о разной бесполезной чепухе. Я всего лишь хочу поделиться с вами своими знаниями о мире. Соглашусь, что детские игрушки очень интересны. Мне нравится наблюдать, как резвятся дети, но я имела в виду кое-что другое. Детям нравятся качественно сделанные игрушки, но знаете, что искусство конструирования игрушек развивалось в течение более 1000 лет и таит в себе смысл. Складываю воздушных змеев уже 40 с лишним лет и с особым трепетом берегу схему воздушных змеев, оставшегося от моих предков. Значения форм этих змеев далеко не так просты, как кажутся на первый взгляд. Верно, являясь украшениями церемонии Вознесения, эти 7 воздушных змеев символизируют 7 архонтов. А еще обратите внимание на змея Анна Архонта. Я специально вышла краской из-за границы, пытаясь передать его дух свободы. Но со змеем Георхонта я так делать не стала, ибо чтобы почтить бога контрактов, надо следовать уговору до мельчайших деталей. Его узор настолько древний, что им украшены стены Золотой Палаты. Золотая Палата? Что-то я о таком недавно слышала. Молчи, Пайман. Ну что? Дизайн этого змея отлично передает цикличность и постоянство, характерные для электроархонта. А этот узор из ветвей и листьев должно передать мудрость течения времен, и все это на одном змее. Невероятно. Справедливость скользит по водной глади, а война бушует, словно неудержимое пламя. Хорошая аллегория на старые добрые времена, на Крио Архонта. Да, рука мастера творит чудеса. Похвала разбирающегося человека — лучшая награда за труды. В таком случае, бабушка Шаня, забирая змеев с собой, а что касается оплаты... О, нет. А что касается оплаты, позвольте мне заплатить за вас. Что, Чайлд? Вы договорились здесь встретиться? Что вы, конечно нет, я просто проходил мимо. Кажется, господин Джун Ли ни капли не изменился, когда приходит время платить другим за него. Он никогда не думает взглянуть на ценник или взглянуть в свой кошелек. Он отлично разбирается в финансах и знает все о тяжелой доле простых рабочих, но не может и представить, что бедность когда-нибудь постучит ему в дверь. Другими словами, он просто не может примерить бедность на себя. Как он все еще не умер с голоду? Господин Чайлд, у вас всегда припасено несколько шуток для меня и моих спутников. Я не вижу смысла задерживаться здесь. Мы купили воздушных змеев, и теперь пора приступить к следующему этапу подготовки церемонии. Для церемонии Вознесения требуется не только украшения, но и люди. Думаю, нам удастся найти помощников у пирса. Кстати, держи немного деньжат. Лучше не давать господину Джун Ли торговаться, если ты понимаешь, о чем я. Ну да, берем все камни. Похоже, я пропустил много чего интересного. В следующий раз нужно будет найти более подходящий момент. Так, наймите 3 рабочих. Я думаю, тут несложно будет. Большой кошелечек, 50 штукарей. Нифига себе. Ищите работников? Нет проблем, но я должен вас предупредить, что я в запасе гильдии искателей приключений. Я с удовольствием возьмусь за работу, связанную с приключениями, но не рассчитываю на то, что я буду вести учет или другую писанину. Отправиться в горы на охоту на кристальных бабочек звучит как приключение, а храбрейшие искатели приключений нам срочно нужно 5 кристальных бабочек. 5? Ну это легкотня даже не для запасника. Вот что я вам скажу. 15 тысяч мора, и я в деле. Справедливая цена. Да, справедливая. Если что, из своих добавлю. А с вами приятно иметь дело, господа. Нам же полтос дали? А, да, я прокачал Барбару до 40-го плюса, она может идти до 50-го, так что сейчас все будет хорошо. Как-никак Риган ХП. Нужен разнорабочий на весь день на террасе Юдзин. Нет проблем, возьму за работу 25 тысяч мор и все по-честному. Ничего себе, так дорого, а мы можем получить скидку. Мы все-таки герои Манштата. Герои Манштата, что-то я не слышал о таких. Не слышал о героях, но наверняка слышал о Море. Я заплачу полную сумму. Сполна заплатим. Хорошая цена за хорошую работу. То есть осталось 10 тысяч. 25, 15, 30, 40, да. Осталось десяточка у нас. Десятючек. Что вам нужна помощь? Конечно, я Тик. В любой работе выдаю все 100%. За отдельную плату могу выдать и 120. А в чем заключается работа? Давайте посмотрим. На террасе Юдзин все еще не хватает некоторых деревянных конструкций. В них нет ничего особенного, поэтому я не подготовил никаких особых требований. Так, быстро принеси нам 50 веток и 20 досок. Без проблем. Всего лишь 20 тысяч моря за одну ходку. Как вам? Договорились. Нет, у нас не хватит денег. Нет, у нас же есть деньги. Не хватает? Ну, на нет, и работника нет. Ты можешь забрать плату у Чайлда?
Чайлд, ну уж нет, он за вас заплатит? Все равно нет. Это будет означать, что мне придется делать 2 ходки вместо одной. Давайте сделаем так. Я возьму сейчас, сколько у вас есть, а потом за цветок цинь-цинь, так уж и быть, я схожу и поищу этого вашего Чайлда. Согласны? Похоже, у нас нет другого выбора. А цветок-то у меня должен быть. Я ж по-любому что-нибудь набрал. Вы принесли то, о чем мы договаривались? Отлично, и цветы такие редкие, сам бы я их никогда не нашел. Принесу сегодня домой, отдам дочке, порадуется. Хоть не волнуйтесь, я закончу всю работу до того, как пойду домой. Так, секундочку, а где эти цветы, собственно, находятся? Львиный зев, это травы. Так, ну это все не то. Глазурная лилия, астра, Сесилия, Цинь-Синь. Ну да, это он. Ладно. Погнали говорить с Чайлдом. Блин, почему у него имя такое? Чайлд, это же ребенок, блин. А этот фиг очень довольно сильный парень. Как и луки, так и ближний бой. Ребята, вы закончили? Может оставить лишние деньги себе, ведь тот помогает Фатуи, на жизнь не жалуется. Фу, этого не хватит, чтобы нас купить. Это следующий платеж. Если вы поделитесь со мной кое-какой информацией, я открою для вас хранилище Банка Северного Королевства на полчаса. Нифига себе. Какой информации? Мы ничего тебе не расскажем. Что? Ты знаешь, какую информацию он хочет? Вот, да, ты забыла, что случилось в Манштате? Точно, сеньора Фатуи, Манштат. Успокойтесь, ребята, я не понимаю, о чем говорит наш этот. Чего вы сразу напружинились? Дед пришел. Далее напомнится Вечный Ладан. Поищем его в хижине Бубу. Это самая знаменитая лавка травника в Лиуэ. С вами все в порядке? Да, все хорошо, я просто говорил ребятам, что они могут оставить лишние деньги себе. Ну что ж, мне пора. Счастливо. О, сколько всего. Гуйджун, направляйтесь в хижину Бубу. Ладно. Продолжаем. Направляемся в хижину. Только эта хижина больше похожа на дворец, она просто так обособленно стоит здесь от всего остального, что аж странно выглядит. Там есть что-то наверху? Да, что-то наверху там есть. Эх, за стойкой никого нет, атмосфера здесь какая-то странная. Есть тут кто-нибудь? Добро пожаловать. Выглядит зловеще. Откуда этот голос? Мне кажется, он доносится из-за стойки. Тогда проверь за стойкой, я тебя прикрою. Кто это? Вот она где, такая коротенькая, вот мы ее не увидели. Уж не те обсуждать чужой рост, Пайман. Эй, ну я ведь умею летать, поэтому совсем не важно, какой у меня рост. Ну ты посмотри на нее, она какая-то странная, еще и заговор на лбу. Подожди, она что, зомби? Добро пожаловать в хижину Боб, меня зовут Цици. Не волнуйся, Цици умерла однажды, но адепты спасли ее, поэтому она теперь зомби. Рассказывает о смерти как о каком-то пустяке. В Манштате нам бы никто не поверил. Дитя мое, можешь ли ты подсказать мне, есть ли у вас в наличии Вечный Ладан? А у вас есть рецепт от врача? А разве для покупки Вечного Ладана нужен рецепт, и мне лечит полезнее? Я могу продать лекарства только по рецепту, таков приказ, который Цици отдала Цици. Приказ? Чтобы привести труп в движение, ему нужен приказ. Этой девочке никто ничего не приказал, поэтому она отдала приказ сама себе. Чё за муть? Малышка Цици, у нас, к сожалению, нет рецептов от врача, но все же мы надеемся на твою помощь. Хорошо. Что, почему она сейчас согласилась? Ну тогда вы тоже должны помочь Цици, так будет честно. Продавец должен помочь покупателю, разве это недостаточно честно? Нет, девочка говорит справедливо, коммерческие отношения в Лиуэ очень сложные и запутанные. Я хочу, чтобы вы поднялись на горы Теньяхин и убили кокосовую козу с помощью баллисты Гуйджун. Что убили? Чем? Зачем? Блин, реально, что за фигня? Что ей в голову пришло?
Баллиста Гуйджун, думаю, я слышал о такой. Баллиста Гуйджун — это древний механизм, который адепты установили в горах Тиньяхин. Древнее и очень мощное орудие. Это вот это я уже видел эту картину, ребята. Что-то тут не то. Да, я это видел. Она была построена для охраны перевала Тиньяхин и способна сразить самых ужасных чудовищ. Вы правда знаете все на свете, господин Джун Ли? Вовсе нет, к примеру, это кокосовая коза, в первый раз я такой слышу. Кокосовая коза, согласно легенде, священное животное. И еще что-нибудь? Да, кокосовая коза, согласно легенде, священное животное. Как выглядит, неизвестно, где водится, неизвестно, откуда взялась, неизвестно. Да, уж маловато информации. Давайте сходим к баллисте, может, там мы найдем что-нибудь интересное. Кокосовая коза. Что это вообще за коза такая? Блин, реально, что это еще такое? Найдите баллисту. Ладно. Так, ну, тут вариантов-то особо немного. Тут есть точка телепортации, идем на нее, потом планируем, сверху все рассматриваем. И, по идее, найдем без каких-либо проблем. Но это, ну, по идее, так и работает. Но не факт. Может быть, какой-нибудь сюрприз неожиданный. Так, смотрим, откуда идет. Угу. А вон он наверху стоит. Ну, я такие видел вроде бы. Ну да ладно. Прошу прощения, голос уже хрипит. Я не думал, что это будет так долго. А еще почему-то она начинает подлагивать. Осмотрите баллисту. Осмотреть. Она сломана. Такая огромная, подобно могли створить только адепты. Но как этой штукой пользоваться? Кажется, для этого понадобится немеренная сила. Мы не сможем воспользоваться, она повреждена. Откуда вы знаете? Ее установили адепты 1000 лет назад, и никто за ней не ухаживал. Видно, что эта баллиста знавала лучшие дни. И что же нам теперь делать? Мне кажется, господин Джун Ли, это прекрасная возможность блеснуть вашим безграничным кругозором. Вы правда считаете, что я не лучше этой золотой молодежи, которая может только посещать театр, да слушать пение птиц? Как досадно. Давайте проверим вокруг. Наверняка здесь кто-то, где-то хранятся материалы для обслуживания баллисты. Если не ошибаюсь, мы сможем найти военный склад где-то среди руин этого перевала. Да вот он уже. Материалы с военного склада помогут нам понять принцип работы баллисты, и тогда ее починка не стоит особого труда. Господин Джин Луи, а вы знаете принцип работы этой штуки? Ну, так можно сказать, слегка разбираюсь. Можно попробовать починить ее, но придется собрать некоторые материалы. Дайте-ка я посмотрю, как она сломана. Ну, хоть плечи вывернуты. Ладно. Чё, так просто? Типа здесь не зайти, но тут можно пролезть. Да вы что, серьезно, ребят? Ну ладно. Хопа! Так, нам тут все нужно разбить, по идее. Как это неудобно. Так, и вот это вот. Надо бы как-нибудь ее задеть. Отлично. Будет чем улучшать все остальное. Почините баллисту. Хорошо. А как отсюда выйти? Я так понимаю... По идее, откроется, не? Ура! А если я сойду? Она навсегда так будет или как? По идее, навсегда. Пошли чинить баллисту. Это я кашлять начал, поперхнулся. Ладно, чиним. Да, эти материалы подойдут. Подожди здесь, я попробую разобраться. Сделано. А устройство баллисты оказалось сложнее, чем я предполагал. Да что сложного-то? Вау, как круто. И как мне теперь из нее стрелять? Это очень просто. Взгляните, конструкция адептов включает в себя прицел. Здесь нет, там тоже нет. Эй, вы чего там шныряете, а? Это вы починили эту катапульту? Для чего она вам? Это не просто катапульта, а баллиста Гуйджун. А вас я попрошу представиться, это простейшие правила приличия.
А ты еще не понял, кто мы такие? Мы похитители сокровищ. Ходят слухи, что в этих руинах хранятся сокровища, но мы никак не можем обойти эту вашу катапульту. Она хуже стражи руин. Когда мы в прошлый раз поднялись на гору, она выстрелила, и мои ребята чуть не превратились в шашлыки на палочке. Так, она выстрелила, это было недавно, судя по всему, а потом кто-то ее сломал. Когда нам все-таки удалось сломать эту штуковину... ну теперь вы пришли и снова ее включили. Какого демона? Вам придется заплатить за это своими головами. Вы хотите запятнать кровь и мудрость адептов ради собственной наживы? Думаю, пришло время научить вас манерам, господа. Я сейчас смогу за деда играть? Нет, не смогу. Чё она лагает временами? Такого раньше никогда не было. Да что ж такое-то? Ай, тут нифига не видно. Так, эти отлетели. Давай сейчас этого скинем. Я говорю, давай сейчас этого скинем. Еще? Ух ты, ё. Сейчас посмотрим, как она регенит. Чё-то никак. А, не, вроде регенит. Ну такое. Ну они, правда, 49-го, у меня персы... Да что ж вас так до хрена-то, а? Блин, скосил маленько. Долго как-то получилось. Да я ж тебя победил. Надо поднимать всех персов до 50-го. Ну, постоянных. Гады знают свое место, показывает язык. Эти парни не стоят того, чтобы марать о них руки. Давай лучше вернемся к нашей основной задаче. А, да, просьба Цицы. Мы починили баллисту. Где нам искать эту священную козу? Мы не заметили никаких необычных животных, пока искали материалы для починки. Но если это коза и вправду священное животное, то я думаю, механизм адептов должен помочь нам найти ее. Угу. Но мы все еще... Мы же ее все-таки починили. Это уже неплохой результат. Мы не добьемся никаких результатов, если просто будем стоять здесь. С таким же успехом мы могли бы вернуться в хижину Бубу и размышлять там.
Да, но если говорить языком Лиуэ, мы сделали все, что могли. И что это означает? Ладно, вернемся в хижину. К Бубу. Странно все это. Странновато, реально. Такс. Ну, давайте я это дело оставлю за кадром, чтобы лишнее время не делать. Ну, почти на месте. Двигаемся. Кстати, Shift иногда не работает, приходится правой кнопкой мыши работать. Прости, Цицы, но мы не смогли выполнить нашу часть контракта. Нам не удалось найти священное животное, которое ты называешь кокосовой козой. А, какая досада. Ну ничего страшного, просто досадно. Ну вот я чувствую себя ужасно виноватой перед Цицей. Цица, ты знаешь еще что-нибудь про эту козу? Ее молоко вкусное обычного козьего, потому что священное животное. Простите, у меня плохая память, я записала, как называется это молоко сейчас. Вот оно, точно, вкусное молоко. Кокосовое молоко. Что? Ну, типа просто кокос, что ли? Простите, моя вина, я должен был догадаться, прежде чем тащить вас в горы. Не бери на себя вину, господин Джун Ли. Любой из нас мог догадаться, но не догадался. Ты сказал что-то не так? Прости, но я не хочу ломать психику этому бедному ребенку. Кокосовое молоко получается из кокосов. Похоже, она задумалась, оставим ее подумать. А, это был хороший урок для моей девочки. Спасибо, что присмотрели за лавкой. Цицы. А вы кто? А реально, кто это? Прошу прощения за свои манеры, меня зовут Байджу, я владелец хижины Бубу. А мы думали, что тут здесь главное. Мы подумали, раз наносят все эти травы на шее. Цицы очень наивный ребенок, но, к сожалению, клиенты бывают еще наивнее. Что, это змея говорит? Это змея, она что со мной сказала только что? Ничего удивительного, это Лиуэ. Честно говоря, я не хотела разговаривать с вами. Старые клиенты уже привыкли к моему облику, а новые все еще удивляются и пугаются. Но если я буду и дальше хранить молчание, вы примете меня за какое-нибудь лекарство. Это Чан Шен. Она очень добрая. Теперь скажите, чем я могу вам помочь? Подскажите, пожалуйста, есть ли у вас в наличии вечный ладан? Вечный ладан? Да, конечно, есть, конечно. Ух, отлично. Все-таки не зря мы потратили целый день. Сразу скажу, что вечный ладан у нас только высочайшего качества, поэтому я готов продать его за скромную сумму в 3 миллиона мора. Охренеть. А ключи от Золотой Палаты вы не хотите? Хотя там сейчас все занято группировками Цисин, поэтому и охрана, будьте внимательнее. 3 миллиона? Обычное число, как и любое другое, но с практической точки зрения такую сумму и впрямь нелегко собрать. Так много мора? Мы никогда не сможем столько заплатить, а вы, господин Джун Ли, лучше ничего не говорите. Я только соглашусь. В смысле? У вас правда нет совести? Что же нам делать? Неужели снова придется обращаться к Чайлду? Спустя 20 минут. Ему смешно. Нет, вы смотрите, ему смешно. 3 ляма, блин. Кокосовая коза. Неужели вы правда купились на такой детский розыгрыш? Эй, ну не надо смеяться над нами, пожалуйста. Я не могу остановиться. Рассмешили до слез. Давайте я заплачу за вас. Расценивайте это как знак благодарности за то, что вам удалось так меня рассмешить. А вы, врач Байджу, я прав? Меня зовут Чайлд. Я один из предвестников Фатуи. Если вы не возражаете, я бы хотел продолжить наше сотрудничество. Если все-таки не нуждаетесь в этом, вы могли бы оформить поставки кокосового молока до хижины Буба. В самом деле, я слышал о том, что Фатуи любит заводить друзей, но вы правда рассчитываете, что я соглашусь на кокосовое молоко? Кокосовое молоко, Байджу, кокосовое молоко. Да чё ж с ней такое-то? Хорошо, я полагаю, мне нужно поблагодарить вас, господин Чайлд. Искренне надеюсь, что наше дальнейшее сотрудничество будет плодотворным, и вы заслуживаете скидку. Теперь вы можете купить вечный ладан всего лишь за 2 миллиона 990 тысяч. Это же почти то же самое. Тоже обычное число, как и любое другое, к тому же действительно меньше, чем 3 миллиона. Решено, с этим делом мы закончили. Если у вас нет никаких других дел, то я буду ожидать вас на террасе Юдзина. Господин Чайлд, господин Байджу, малышка Цици, всем удачи. Чё так дорого-то? Из чего это сделано? Как это вообще выглядит? Ну и люди, давно я так не смеялся. Надеюсь, ты подслушал что-нибудь полезное, о чем мы они говорили? Да, господин Чайлд, они говорили, что Цисин заняла Золотую Палату.
Так, Нингуан и ее прислужники Цин. Что же вы прячете в Золотой Палате, если не Экзувию? Прости, но я уже тебя предупреждал, что у стен в Лиу есть уши. Понятно. Вечный ладан. Положите вечный ладан на место. Блин, 3 ляма, охренеть. Так, и я, если правильно понимаю, нам туда... Для вас миг, для меня пару минут. Кстати, оказывается, удобнее с этого телепорта туда шмыгнуть, чем оттуда бежать. И это реально, в принципе, быстрее, потому что можем сделать просто-напросто вот так. Главное вовремя нажать. Так, ну тут корабль все еще на том же месте. Ну да ладно. Сейчас мы все водрузим куда надо и будем смотреть, что произойдет дальше. Пиу. Привет, дед. Мы наняли работников, достали вечный ладан. Подготовление к церемонии почти завершено. Да что же еще нужно-то? А теперь, путешественник, расскажи мне, какой опыт ты получил по прошествии нашего сотрудничества. Это казалось очень-очень странное приключение, согласен. Странное? Не могу определиться. Вроде мы увидели изнутри жизнь богачей, но в то же время жили жизнью бедняков. Ну и каков же твой ответ в итоге? Во время приключения всегда возникают путаницы и сомнения. Я дам тебе немного времени на размышления. Я скажу тем временем, что в качестве оплаты за вашу помощь в приготовлении церемонии Вознесения я решил пригласить вас на ужин, я угощаю. Только не волнуйся, на этот раз я не забуду захватить кошелек. Сегодня я приглашаю вас посетить прославленные старинные погреба Лиуэ. А в какой ресторан вы нас приглашаете? В такой, где подают вино? Да, увидимся в ресторане «Три чашки в порту». Да жесть какая. Чё ж так долго-то? А чё это там золотое было? Понятно. Для главного героя. Для ГГ, так сказать. Так, дождитесь назначенного времени с 18 до 23:00. 0 проблема. Так, сейчас мы возьмем наши часики и переведем все это дело. У нас, получается, будет 5 часов, чтобы дойти до этого места. Здесь бежать недалеко. Так, выделяем. 140 метров. Ну, тут можно спланировать, по идее. Какие толстенькие птички, которые раз вижу и которые раз умиляюсь. Чего она подлагивает-то, я не понимаю. Такого не было. Либо то, что я подряд записываю все это. Хотя с процессором все в порядке, с видяхой все в порядке. Да, в описании под видео есть ссылочка на донат для видеокарты новой. И прочего оборудования. Так, садимся. Ой, сейчас Паймон будет жрать. За обе щеки. Честно говоря, он вообще не скупится на деньги, в отличие от вас. Этот ресторан очень отличается от манштадтских забегаловок, ведь тут вам никто не подаст яблочный сок. Значит, в этот раз я могу заказать вино? Я уже заказал для вас клёцки в рисовом вине. Думаю, это стоило ожидать. Кстати, была эта история по поводу клёцких в вине. Было. Что-то было. На каком-то, то ли на корабле, то ли какой-то квест. Я слышал об этом. Если, дорогие гости, не возражают, я хочу рассказать вам историю нефритового дворца Нингуан. Ничего себе, здесь даже истории можно послушать. Какое замечательное место. У этого места очень высокая репутация, не только из-за дорогого алкоголя, но также благодаря его приятной атмосфере. Говоря об атмосфере, я не имею в виду то значение, которое ей придает путеводитель по Таивату в разделе «Развлечения». Как уже знают наши глубоко уважаемые гости, в небесах над нашей любимой гаванью парит дворец, окутанный туманом. Этот дворец резиденции Нингуан, воли небес Цисин. Вам известно это имя, не так ли? И имя известно, что ничего из происходящего в городе не ускользает от ее взора. Если вы встанете на балконах нефритового дворца в ясную погоду и опустите свой взор, то сможете насладиться великолепным видом на нашу славную торговую столицу. Она подглядывала. Так. Говорят, когда Нингуан обдумывает важные дела, она уединяется в нефритовом дворце. Но у кого нет к ней доступа, кроме 3 верных помощниц. Зачем ей нужны помощницы? Чтобы проверить источники, внимательно изучить документы, она была, кстати, на Вознесении, и искать информацию.
Страница за страницей, строчка за строчкой. Кипа бумаг заполняет стены ее кабинета. Но задолго до того, как на стене не останется свободного места, Нингуан принимает решение. А когда решение принято, она разрывает все документы на мелкие кусочки. И вжух, то, что осталось от документов, вылетает в окно. Надо лучше сжигать. То еще соберут. Смотрите, как они кружатся на ветру, словно снежинки. А когда они оказываются на земле, написанные отрывки текста проносятся перед глазами торговцев Лиуэ, словно чернильные пятна на белом снегу. Один поэт сказал: «Самое редкое сокровище — это слова на бумажном снегу». И горы, и реки, и весь народ в трепете. Прикольно. Наверняка вы уже успели заметить кусочки бумаги, летящие с балкона канцелярии Нингуан. Какова же их истинная ценность? Никакой. Это обрывки документов и планов Нингуан. Вам может хватить всего лишь одного кусочка, чтобы заполучить превосходство перед вашими конкурентами. Вон оно что. Нингуан, воля небес, последние дни мы очень часто слышим это имя. Все в Лиуэ говорят о ней, Фату ее ненавидят. Скорее всего, именно она спрятала Экзувию. А еще мы видели ее на церемонии сошествия. Интересно, какой она человек? Ах, наконец-то я вас нашла, сбежавшие за облачный предел путешественники. Это кто? Кто это? Пайман, нам пора. Постойте, я не из миллилитов и не собираюсь причинить вам вред. Позвольте представиться, меня зовут Гань Юнь. Я главный секретарь павильона Лунного моря, а также посланница группировки Цисин. Посланник Цисин? Я руковожу государственными делами Цисин, но в этот раз меня к вам отправила лично воля небес Нингуан. Ух, ё-моё. А у вас тут не говорят? Вспомнишь Нингуан, вот и ее посланник. Прошу прощения за то, что пришлось прервать вас, это крайне невежливо. Но я всего лишь хочу передать вам это приглашение от лица воли небес Нингуан. Пожалуй, стоит не терять времени, направляйтесь в Нефритовый дворец, что парит над городом. Приглашение, говорите? Да, госпожа Нингуан сказала, пригласи его. Я желаю увидеться с ним. Только с его помощью мы сможем развязать этот клубок ниток. Либо нам хана, либо что-то интересное. Прощайте, древний лорд. Глава завершена. И после этих слов посланница по имени Гань Юнь исчезла. Но нас пригласил все сам Нингуан. Пайман не может в это поверить. Мы увидим людей, у которых так много денег, что Пайман даже чисел таких не знает. Мы должны соблюдать этикет. Пайман опять что-то задумала. Немного удостаивается приглашение в Нефритовый дворец. Отправляйтесь туда немедленно, но не забудьте о церемонии Вознесения. Когда вы закончите свои дела в Нефритовом дворце, найдите меня на Тростниковых островах. Не переживай, мы не забудем. Увидимся в Тростниковых островах. О, том закончен. Том 1, глава 3. Началось приближение новой звезды. Ё-моё, долго, ребята, долго мы это с вами проходили, но все-таки прошли, поднялись немножечко, заработали всяких вкусняшек, включая вот это вот. Где мой главный герой? Получается, я могу... его нужно переключить в Гео и там поставить. Хорошо, 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 хорошо. Честно, друзья, не знаю, зайдет вам такой формат, видос очень долгий получается, и просто снимать каждый квест по отдельности, это будет, слишком много видео, а если снимать так, то это слишком долгое видео. Как вам лучше, пожалуйста, напишите в комментариях. А у меня на этом все. Всем спасибо, что смотрели, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Genshin Impact и... Ой, то ли 30-й, то ли 31-й, что-то в этом районе видосов. Со временем, как я набью руку, набью себе уровень мира и так далее... Будем уже непосредственно заниматься более серьезными вещами из серии обзоры, гайды, стримы, сборки, обзоры на персов, и так далее. Плюс будут ссылочки на другие игры, точнее на их плейлисты с этого канала. Это Elite Dangerous, там почти чуть ли не 500 видосов, это хороший веселый космосим, рекомендую. Satisfactory, Factorio, Cyberpunk, Valheim, также обзоры, гайды и стримы по этим играм. Плюс еще прохождение различных хорроров, включая Resident Evil Village новый. Также будут ссылочки на социальные сети, такие как Instagram, группа ВК, Discord-сервер и Telegram-канал, где публикуется информация о выходящих видео непосредственно в день их релиза, друзья. Плюс
Телеграме и Дискорде имеются чаты, что... Хрюшка падает. Нормально. В Телеграме и Дискорде имеются чаты, чтобы вы могли общаться друг с другом на различные темы касательно различных игр, искать себе компашку, чтобы поиграть хоть в доту, хоть в КС-ку, во что угодно. Как заметили, я играю в игры совершенно разными жанрами и сеттингом. И еще такой момент. Пожалуйста, пишите, какие игры вы хотите видеть на канале, какие обзоры, какие гайды, какие стримы. Спасибо. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока.